данные, такие декомпозированные, более подробные данные. Будем говорить о социальном жилье, вторичный рынок. Перед вами карта города Киева в разрезе административных районов. Смотрим, что наибольше всего за период сравнения январь-февраль подешевела недвижимость в Деснянском районе. Ну, это спальный массив, друзья. Кто не киевлянин, я говорю для них, да, то есть это изначально недорогая недвижимость бюджетная и снижение минус 0,23% за месяц. Наибольше или наименьше всего подешевела недвижимость. Смотрим, где у нас Печерский район. Да, Печерский район минус 0,12%. Ну, понятно, Печерский район – это самый дорогой район, и даже социальное жилье в силу своего нахождения в именно этом административном районе достаточно много, ну, стоимость достаточно высокая. Итак, в среднем за месяц по городу снижение минус 0,19% данного класса жилья. Следующий слайд, друзья. Здесь мы будем говорить о рынке жилой недвижимости на примере класса социальное жилье. Этот слайд, еще раз повторюсь, появился благодаря вашим просьбам, где вы просили меня: Андрей, пожалуйста, покажи, что произошло с начала войны с недвижимостью. И вот на примере класса социальное жилье давайте посмотрим, что же произошло с недвижимостью данного класса. Напомню вам, что в феврале 2022 года, это 24 февраля, началась война, а это поквартальные исследования. То есть первый квартал 2022 года, социальное жилье, вторичный рынок, стоимость 1121 доллар за квадратный метр. Ну и снижение, первый год войны, там порядка 8, наверное, 9% мы увидели снижение стоимости квадратного метра данного класса жилья. Второй год войны, друзья, ну, удивил всех, да, и я работаю с финансовыми учреждениями, и вот мои контрагенты, ну, с которыми я работаю, это риски, управление по рискам, звонили и спрашивали: Андрей, что происходит? Второй год войны, экономика разрушается, да, а стоимость квадратного метра незначительно, видим, да, где-то в каких-то кварталах показала динамику роста. То есть вроде бы, ну, все должно быть закономерно. Если разрушается экономика, то и рынок недвижимости действует в этой же логике. Но рынок недвижимости, помните, я вам говорил, что квадратные метры или квартиры – это всегда люди. Ну, люди живут же в этих квартирах. Так вот, люди, друзья, могут, что, просто напомню вам, да, могут неадекватно оценивать ситуацию, в которой они оказались. А так как они являются собственниками недвижимости, они могут вот неадекватно иногда поступать. И этот, ну, очевидный пример, красочный. Напомню вам, что 2023 год, с каждого утюга нам рассказывали, что война закончится. Ну, тех, кто забыл, напомню, что это контрнаступление. Харьковскую область освободили, Сумскую, значит, с Киевской области ушли войска Российской Федерации, с Черниговской области. Ну и, соответственно, нам говорили, что война закончится в этом году победой. Естественно, будем пить кофе, где на набережной Ялты. Ну и люди подвержены всем вот этим, так сказать, этому шуму статистическому, потому что люди социальное животное, причем это животное хочет жить хорошо. Я себя отождествляю с таким же животным, друзья, чтобы вы не подумали, что как-то уничижительно говорю о людях. Нет, все мы одинаковые. И когда тебе с телевизора и там со всех YouTube-каналов рассказывают, что все закончится очень быстро, то люди, естественно, которые продавали свою недвижимость в силу каких-то причин и обстоятельств, взяли и поставили рынок недвижимости на паузу, а иногда даже решили повысить чуть-чуть стоимость квадратного метра продаваемой своей недвижимости. А вдруг, ну, купят по завышенной цене, да? Поэтому только с этим связано повышение стоимости в 2023
2023 году. 2024 год был самый такой плохой для рынка недвижимости. Здесь процентов на 10 или 11, ну, можете посчитать, реперные точки есть, было снижение стоимости квадратного метра. И вот, друзья, внимание, что 2025 год прошедший, он с января месяца буквально показывал нам динамику роста. То есть вот мне это очень сильно напоминает 2023 год, где с какого-то перепуга, как я это говорю, здесь мы увидели стоимость квадратного метра. Ну, начала расти недвижимость в своей стоимости. И это уже, друзья, третий год войны. То есть это, ну, как бы не шутки, это с какого перепуга. Напомню вам, чем ознаменовался 2025 год. Ну, во-первых, это январь, там, февраль месяц, по-моему, в свою должность вступил Дональд Федорович Трамп, президент Соединительных Штатов, который очень много говорил о том, что он закончит войну то за один день, то за месяц. Ну и дальше наговорил тоже 30 бочек арестантов. И я вот все-таки предполагаю, друзья, что именно с этим связано ожидание людей, что война закончится. Люди начали опять вот это неадекватно фантазировать о стоимости своей недвижимости. Еще раз повторюсь, мы работаем с предложениями на рынке недвижимости. То есть люди, которые выставляют для продажи свою недвижимость, они ориентируются на что-то. То есть или сами мониторят рынок недвижимости, или же им риэлторы предлагают. И вот мы фиксируем вот эти большие цифры. Я вам показывал, там порядка 62 тысяч объектов жилой недвижимости попало в выборку. То есть это огромная выборка, это репрезентативная выборка. Она тем более классифицируется по классам, то есть она достаточно релевантная с точки зрения однородности. Поэтому я вот предполагаю, что прошедший 2025 год был также годом роста стоимости, и это было связано вот с теми геополитическими событиями, которые мы с вами наблюдали. Возможно, я не прав, не знаю, но начало 2026 года, друзья, показывает нам первый-второй месяц, в данном случае по социальному жилью, самый дешевый сегмент рынка недвижимости, незначительное снижение стоимости квадратного метра. Посмотрим, друзья, как будет дальше развиваться события. Подводя итоги, внизу табличка. Видим, Excel посчитал за вас и за меня, чтобы вы не утруждали себя. Сравниваем март 2022 года. 1121 доллар стоимость квадратного метра данного класса жилья. И уже в феврале 2026 года 1059 долларов за квадратный метр, что показало нам за 4 года войны, друзья, снижение все-таки на 5,53%. Вот так себя неоднозначно, друзья, ведет рынок недвижимости данного класса. Переходим к следующему слайду. Очень быстро пройдемся по аренде. Еще раз повторюсь. Это социальное жилье. Сюда попали 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Сравниваем третий квартал 2025 года с четвертым кварталом 2025 также года. Рост видим за квартал 1,78%, ну почти 2% за квартал, друзья, это достаточно много. Дальше будем говорить и сравнивать аренду с продажами и ну, сопоставлять два сегмента рынка, что же все-таки происходит. Я выскажу свои предположения, что будет происходить до конца первого квартала 2026 года. Следующий слайд посвящен эконом-комфорт бизнес-классу, вторичный рынок. Здесь мы увидели, друзья, незначительный рост, плюс 0,14%. Можете посмотреть по админ-районам стоимость квадратного метра в долларах. И в данном случае рост также за один месяц в процентном соотношении. Следующий слайд, первичный рынок квартиры эконом-класс. Также подорожали на 0,24%. Можете убедиться, сколько стоит квадратный метр на первичном рынке. Здесь в долларах даю стоимость квадратного метра. Ну и рост за один месяц также в процентном соотношении. Следующий слайд – это первичный рынок комфорт бизнес-класс. То есть это 3 класса попали в выборку. Рост плюс 0,61% за месяц.
В абсолютных цифрах можете посмотреть по административным районам стоимость квадратного метра и рост в процентном соотношении. А следующий слайд, завершающий слайд о колебательных процессах длиною в 1 месяц. Первичный рынок, элитный класс. $2932 за квадратный метр. И, друзья, внимание, еще раз повторяюсь, впервые за 12 месяцев элитный класс показал нам, это самый дорогой класс на первичном рынке, показал нам динамику незначительную, но все-таки снижение. Минус 0,34%. Также посмотрите, сколько стоит квадратный метр в абсолютных цифрах. Видим, что из 10 административных районов только в 3 административных районах, и то Голосеевский центр, Печерский, Липки, Шевченковский центр, ну через слэш это локация, да, конкретный Голосеевский район большой, это центральная часть. Мы видим, что как сильно отличается стоимость недвижимости данного класса.